Япония. Загадочная незнакомая страна, о которой ходят легенды. Страна, где вековые традиции живут рядом с передовыми технологиями. Здесь древние храмы стоят в окружении небоскребов, а обычаи переплетаются с футуризмом. В эту страну невозможно не влюбиться. Поэтому приглашаю вас отправиться вместе с нами в путешествие по Японии. Мы выехали из Киото и направились в Токио. Как только прибыли на вокзал, первым делом начали поиски печати, ведь мы продолжаем собирать нашу коллекцию. Разобраться с общественным транспортом оказалось не так просто, поэтому до нашего жилья мы решили идти пешком, заодно можно рассмотреть город. Так, как всегда, снять обувь здесь. Ой, как пахнет вкусно. Птички ходят. Поселились мы в районе Синдзюку. Токио – это огромный город, и каждый его район будто живет своей отдельной жизнью. Поэтому мы решили сначала изучить наш район. Первое, что мы пообещали Ромке, это попытаться выиграть мягкую игрушку, ведь в других городах я отказывалась играть в автоматы, чтобы не таскать потом с собой по городам эти игрушки. И вот мы пошли испытать свою удачу. Рома почти вытащил игрушку самостоятельно, но у него не хватало терпения, и он нажимал кнопку слишком рано. Мы договорились, что я приду к нему на помощь. Не радуйся раньше времени. Обещание выполнено, теперь можно и поужинать. Мы нашли небольшой интересный ресторанчик, где заказ еды осуществляется через канбайки. Это автоматы, установленные прямо у входа. Сюда вставляешь деньги, выбираешь блюдо по кнопкам, на каждой есть картинка и цена. Иногда нужно нажать дополнительную кнопку, чтобы получить сдачу. А современные автоматы могут принимать карты или QR-платежи, хотя классические кнопочные все еще очень популярны. После оплаты автомат выдает талончики, с которыми заходишь внутрь. Там отдаешь их повару, и он готовит твое блюдо. Этот способ очень удобен и помогает быстро обслуживать большое количество людей, особенно в маленьких забегаловках. Да и туристу это очень удобно, тебе ни с кем не нужно общаться. Синдзюку – один из крупнейших и самых оживленных районов Токио. Здесь переплетаются небоскребы и старые улочки, современные магазины и маленькие уютные ресторанчики. Мое первое впечатление было, что очень ярко и очень шумно. Много музыки и ярких вывесок. На следующий день мы отправились в район Акихабара. Это район Токио, который называется электронной столицей города. Здесь сосредоточены магазины электроники, компьютерной техники, а также десятки магазинов с аниме, мангой и сувенирами. В таких местах можно найти старые консоли, редкие картриджи, автоматы и даже игрушки из 80-х, 90-х годов. Но, если честно, нам хотелось оттуда убежать. И убежали мы в Maid Cafe. Это особый тип кафе, где официантки одеты в костюмы горничных или других персонажей аниме. Это место не про еду. Это маленький театр и интерактивное развлечение. Но оно действительно заряжает позитивом. Теперь можно отправиться и на шопинг. Конечно же, мы хотели посетить 12-этажный Юникло.
Но это того не стоило. 12 этажей, забитые толпами туристов. Оттуда мы тоже постарались сбежать как можно быстрее. Ведь нас уже ждали друзья, которые прилетели в Японию из Канады. Они пригласили в необычное кафе Кайтензуси, или как его еще называют, ресторан вращающихся суши. Перед тобой проплывают суши, ты выбираешь, что тебе понравилось, а официант в конце считает тарелки, ведь каждый цвет и форма обозначают разную цену. Программа в Токио у нас была насыщенной, ведь мы не хотели что-либо упустить. Каждый день был плотно распланирован, и все равно сохранялось ощущение, что мы что-то упускаем. Хоть погода и была дождливой в этот день, мы не изменили наши планы и погуляли по парку Арисугава в районе Хироу. Извилистые тропинки, пруды с карпами, мостики и густая зелень создают ощущение настоящего японского сада посреди мегаполиса. Из-за погоды в парке почти не было людей. Туман и капли дождя добавили особую атмосферу уединения и спокойствия. После прогулки по парку мы отправились на шопинг, а точнее посмотреть на магазины с винтажными товарами. Я была наслышана о качестве и подходе к винтажным вещам в Японии. Но если честно, я еще тот же шопоголик, которому ничего не нужно, но посмотреть все хочется. Мне понравилось даже просто смотреть и гулять по этим магазинам. Особенно цветочный, какой он был красивый. В магазинах мы нашли большую коллекцию винтажных сумок. Они действительно в очень хорошем качестве. И если вам это интересно, можно заглянуть и найти что-то особенное. Главный день нас ждал впереди. Что мы особенно хотели посетить в Токио, так это Диснейленд. О его уровне я тоже была наслышана. Подтверждаю, он стоит всех своих хвалебных отзывов. Мы провели там весь день и обошли почти все аттракционы. Не было ощущения, что вы весь день стояли в очереди. Сами аттракционы казались длиннее тех самых очередей. Если я когда-нибудь окажусь опять в Токио, я обязательно поеду еще раз в Диснейленд. День уже подходил к концу, а нам так не хотелось расставаться с Диснейлендом. Пока-пока, Диснейленд! И, конечно, не обошлось без сувениров. Отдыхать мы будем после отпуска, поэтому отправляемся в Кавагаоэ, небольшой город недалеко от Токио, который часто называют маленьким Эдо. Он знаменит тем, что здесь сохранилась атмосфера Японии эпохи сёгунов. Заходим на местный маркет, пробуем газированное саке и идем смотреть местные достопримечательности.
Замок Кавагоэ – один из немногих сохранившихся замков эпохи Эдо в регионе Канто. Он был построен в 15 веке и долгое время играл важную роль в защите северных подступов к Эдо, нынешнему Токио. До наших дней полностью сохранилась лишь часть комплекса, где принимали высокопоставленных гостей и представителей сёгуната. Именно поэтому замок ценен не масштабом, а своей исторической подлинностью и атмосферой. Сегодня здесь можно увидеть традиционные интерьеры, раздвижные двери, татами и тихий сад. Место спокойное и неброское, но именно это позволяет почувствовать, как выглядела жизнь самураев и правителей в эпоху Эдо. Замок стоит посетить, чтобы глубже понять историю маленького Эдо и увидеть редкий пример замковой архитектуры, без реконструкции в стиле туристических аттракционов. Кавагоэ – идеальное направление для однодневной поездки. Легко добраться из Токио, много аутентичной еды, истории и уюта. Кавагоэ показывает Японию такой, какой она была раньше – спокойной, теплой и очень живой. Название этой улицы я боюсь произносить, но я попробую. Кассия Йокочо или Сладкая аллея, где продаются традиционные японские сладости. Мы особо не рисковали что-либо пробовать, но купили конфеты в пакете. Основная достопримечательность здесь – старинный район. Я опять боюсь произносить, но извините. Курадзукури с торговыми домами из темного дерева и глины. Прогулка по этим улицам словно переносит на несколько столетий назад. Здесь же находится символ города – колокольная башня Токино-Канне, которая до сих пор отбивает время. Теперь мы посетим Шибуя Скай, одно из тех мест, куда просто так не попасть. Билеты сюда раскупаются очень быстро, поэтому мы бронировали их заранее и выбирали конкретное время входа. Без этого шансы попасть наверх минимальны, особенно если хочется прийти ближе к закату. Английского магазина мой любимый One Piece. На английском. Да. Будет что в самолете читать, если Да. ты не прочитаешь за сегодня все. В день посещения важно прийти точно ко времени. Дальше все проходит спокойно. И на смотровой можно оставаться столько, сколько захочется. И нам невероятно повезло.
Погода была идеальной. Ясное небо, солнце и отличная видимость. Редкое сочетание для Токио. С высоты открывается панорама всего города. И в тот день мы увидели не только бесконечные кварталы и знаменитый перекресток Сибуя, но и гору Фудзи. Это единственный день, когда мы могли видеть Фудзи с любой точки в городе. Этот момент сделал посещение Шибуя Скай по-настоящему особенным и незабываемым. Рома, мы в Японии! Я сказал это не больше не говорить. В здании, где находится смотровая площадка Шибуя Скай, есть не только панорамные виды, но и крутые места для шопинга. На нижних этажах много магазинов от стильных японских брендов до уютных магазинчиков, где можно найти оригинальные сувениры и подарки. В магазине можно сразу оформить возврат налога, вам выдадут их наличными. Просто нужно показать паспорт, и цену пересчитают без налога. Никаких очередей в аэропорту, быстро и удобно. А всего в нескольких минутах ходьбы от Шибуя Скай находится магазин Покемон, где Рома сделал свою кастомную футболку. Процесс создания дизайна занял немного времени, а вот печать из-за популярности этой услуги заняла 3 часа. Пока печатали нашу футболку, мы успели съездить в парк Сюдзюку-Гюэн, один из самых красивых и атмосферных парков города. Его территория занимает почти 60 гектар, а история начинается еще с эпохи Эдо, когда здесь находилась усадьба феодального лорда. Позже парк стал императорским садом. В Токио уже почти отцвела сакура, но в этом саду было еще много цветущих деревьев. Приехали мы в него уже под закрытие, поэтому мы смогли прогуляться в закатных лучах с небольшим количеством людей. И уже после сада ребенок смог забрать свою футболку. Это были очень сильные эмоции, не сравнить с обычной покупкой. Последний день в Токио у нас был не менее насыщенный, чем предыдущие 2 недели. Сенсоджи – самый древний и один из самых известных буддийских храмов Токио, расположенный в районе Асакуса. И, кажется, самое популярное место среди туристов. Там, конечно, очень красиво, но там столько много людей. Когда я вижу столько людей, мне сразу хочется сбежать. Путь к храму проходит через улицу Накамисе-дори, шумную и яркую торговую аллею с традиционными сладостями, сувенирами и уличной едой. Прикольно. Как варенье. Она теплая. Это вкусно.
вкусно. Дальше мы хотели взглянуть, хотя бы одним глазком, на Императорский дворец, официальную резиденцию императора Японии. Расположен дворец в самом центре города. Это одно из самых закрытых и символичных мест страны. Попасть внутрь можно лишь в редкие дни, например, на Новый год и в день рождения императора. И то только в отдельные зоны и по строгим правилам. В остальное время доступ ограничен по соображению безопасности и традиций. Но есть торговые центры и бизнес-центры со смотровыми площадками, откуда открывается вид на город и на дворец. Там же, в этих торговых центрах, можно и пообедать. Наш отпуск подходил к концу, и завершили мы его походом в Тимлаб. Это не обычный музей, а полностью погружающее цифровое арт-пространство, где искусство, свет, звук и технологии сливаются воедино. Особенность Тимлаб в том, что ни один визит не повторяется. Работы живут и трансформируются в реальном времени, а границы между залами и экспонатами почти стираются. Это была яркая точка в путешествии по Японии.